Здравствуйте, меня зовут Кот, и я киберсекретарь командора Дакса. Сегодня я расскажу вам о том, как мы майним. Мы будем рассматривать самый прибыльный вид майнинга – Deep Core Mining. Это одно из самых прибыльных занятий на сегодняшний день. После последнего обновления появились новые методы добычи и минералы с очень неплохими ценами. В общем, все на Клондайк. Выгодное дело. Первым делом нам понадобится корабль. Майнить можно даже на Кобре или 4-м Вайпере, но Питон в данном случае просто идеален. Во-первых, у него много слотов. Во-вторых, он среднего класса и может сесть на аутпост. Вот конфиг майнингового корабля Drill, командора Дакса. Оружие, точнее оборудование. Нам понадобится Abrasion Blaster и, возможно, Mining Laser. Mining Laser нужен, если собираемся попутно добывать материалы. Abrasion Blaster нужен обязательно, чтобы откалывать минералы от поверхности. Достаточно одной Subsurface Missile, очень редко применяется для добычи неглубоких подповерхностных минералов. И нужна парочка Seismic Charge лончеров, или один, но с возможностью синтеза зарядов к нему. Расход динамита довольно большой. Основной рабочий инструмент. Утилиты. Тут нам нужен Pulse Wave анализатор, чтобы сканировать астероидные поля. Ядро корабля. Корабль практически не инженерный. Единственная модификация – немного прокачана дальность FSD через удаленный воркшоп. Это полезно, так как приходится иногда довольно далеко летать. Все остальное установлено облегченное и по принципу лишь бы хватало электричества и всего остального. Трастеры стоят на класс ниже. Дэшка для меньшего веса. Можно мощнее, но и этих хватает. Внутренние отсеки. 3 карго-река по 64 тонны. Fuel Scoop 5А. Он нужен, так как летаем иногда далеко, населенка не всегда есть. И желательно скуп побольше размером, так как будут интердикты, а быстрая заправка снизит их вероятность. Нужен лимпет-контроллер для коллекторов. Тут установлен класс D, но лучше ставить А, радиус действия будет поприятнее. Refinery 4А, на 10 бинов. Это плюс 10 тонн груза и параллельная обработка добытого. Еще нужен лимпет-контроллер для проспекторов. Достаточно трешки, 2 активных лимпетов. Да и одного достаточно, пожалуй, для Deep Core Mining. Генератор щитов, лишь бы хватало, для защиты корпуса от случайных столкновений с камнями. Или со станцией. Детальный сканер поверхности нужен, чтобы исследовать кольца и искать в них точки с интересующими нас минералами. Перед вылетом надо обязательно закупиться динамитом и ракетами и не забыть набрать лимпетов. Лимпетов возьмем 128 штук. Если что, излишек к концу майнинга будем скидывать. Они копеечные. Теперь нужно определиться, куда нам лететь. Вот таблица минералов и их максимальные цены на момент создания видео. Цены меняются постоянно, нужно проверять периодически, чтобы понимать, что добывать выгоднее всего на данный момент. Мы будем добывать войтопалы. Они встречаются в ледяных кольцах, поэтому надо найти, где таковые поблизости имеются. Идем на сайт eddb.io, открываем раздел Базис. Выбираем уровень резерва Пристин, тип колец, лед. Тип объекта – кольцо. Надо ввести референсную систему. Сейчас мы в системе Keras. Будем искать относительно нее. Нажимаем «Искать». Ждем, пока закончится поиск. В результатах поиска щелкаем на Ref, чтобы отсортировать по расстоянию от нас. Думает оно долго. Смотрим результаты. Нас интересует минимальное расстояние от нас и разумное расстояние в гиперкруизе. В системе Эрмитаж есть 2 кольца нужного типа, что удваивает шансы. Одно кольцо вокруг 5-й планеты, другое вокруг 4-й. И расстояния приемлемые, туда и полетим. Строим маршрут. Дакс уже был в этой системе, и она есть в закладках. Но это не важно.
По прилету в систему нужно найти планету с нужным кольцом, подлететь к ней и отсканировать кольцо сканером поверхности. Сканировать саму планету не обязательно. Сканер покажет месторождения, список которых можно посмотреть в панели целей. Если в списке нет желаемого, летим к другой цели из нашей таблицы поиска. Иначе выбираем месторождение желаемого типа и летим к нему. По прибытию на место не нужно торопиться и стоит осмотреться. В большинстве случаев появятся пираты, просканируют нас. Но лимпеты их не интересуют, и они улетят. Больше нам никто мешать не будет. Дальше нам нужно лететь над полем астероидов, периодически включая Wave Pulse Scanner. Наша цель — найти очень яркие астероиды. Они не очень часто встречаются, но самое ценное именно в них. Если нет с чем сравнивать, отличить яркий астероид от неяркого довольно сложно. Вот подборка сканов пустых и правильных астероидов. Когда астероид найден, запускаем проспектор. Он покажет нам, что содержит астероид, а также трещины на нем. Трещины бывают разной прочности, низкой, средней и высокой. В них нужно положить заряды оптимальной мощности. На это выделяется 2 минуты. Мощность закладываемого заряда определяется тем, как долго вы держите нажатой кнопку. Дольше держим, сильнее заряд. Общее правило: в слабую трещину кладем слабый заряд. В сильную — сильный. Слабый суммарный заряд не разрушит астероид. Сильный заряд повредит залежи.
Если случился перебор, какой-то из зарядов можно деактивировать. На это уйдет 10 секунд. Когда достигнута оптимальная мощность заряда, отлетаем на пару километров и подрываем бомбу. После взрыва отправляем дронов собирать все, что летает. А сами бластером отбиваем то, что само не отвалилось. Когда все собрано, выбираемся опять на поверхность кольца и повторяем весь процесс, пока не заполнится трюм. Когда мы забиты под завязку, нужно найти место, где можно выгодно продать добытое. Снова открываем браузер и идем на сайт inara.cz. Нажимаем на Galaxy. Потом на Commodities. Ищем в списке наши товары и открываем их. Нажимаем на Best Sell и сортируем результат по цене. Ищем станцию с хорошей ценой поближе к нам. Кажется, Lone ERC Orway в системе LP64194 в 28,5 световых годах от нас будет оптимальным решением. Александрит там покупают тоже по неплохой цене. Туда и полетим. По пути очень вероятный перехват. От них нужно уметь уходить, или придется отдать пиратам часть груза. По прилету на станцию не торопитесь продавать. Если у нас полный трюм, но еще и загруженный рефайнери, то нужно сначала его разгрузить. Сначала продаем остаток лимпетов. Вот 4 штуки продали, 4 тонны опалов переехало из обработки в трюм. Смотрим, сколько еще осталось в бинах. Еще 2 тонны. Поэтому продадим сначала всего 2 тонны опалов. После этих манипуляций у нас пустые бины и опять полный трюм. Теперь можно продавать все оптом. Такая поэтапная продажа нужна, чтобы не сбить цену крупной партией. Поэтому продаем сначала часть, потом целое.
Всего мы выручили 274 миллиона. На это ушло 4,5 часа. Впрочем, мы никуда не торопились. Затраченное время сильно зависит от того, насколько благосклонна к вам галактика, так как ценные астероиды — это полный рандом. Закупаем лимпеты и ракеты, и мы готовы к новому заходу.